Надеюсь, вы уже понимаете, что можно не смотреть программу «Время». Я заранее знаю, что там скажут. Сам подписываю текст. А смотреть на меня все-таки приятней. Шутка. Ха-ха. Я расскажу вам сейчас, что на самом деле происходит в мире. Мы, наконец, отправили свой ответ в Вашингтон. В рамках переговоров по моему ультиматуму НАТО о гарантиях безопасности для России. Если кратко, Россия требует следующего. Выполнение Минских соглашений, прекращение поставок оружия в Украину и никаких совместных учений с НАТО, а также вывода всех войск США из Центральной Европы и стран Балтии. Да, губа не дура. Печально, но генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно заявил, опять и снова, что нет никаких признаков отвода российских войск от границы с Украиной. Ох уж, дались вам эти войска. А вот спикер МИД России Мария Захарова, женщина прямолинейно сказала, что его мнение Москву не интересует. Но вот мнение Джозефа Байдена, президента США, интересует еще как. А мой американский коллега сказал опасные слова. Если Россия нападет на Украину, они будут участвовать в этой войне по своему выбору и готовы заплатить любую цену. Не скажу, что я равнодушен к таким заявлениям. Джен Псаки, кстати, тоже заявила, что Россия может начать войну, цитирую, по сфабрикованному поводу. Джен, ну перестаньте вы спойлерить. Накануне представители непризнанных Луганской и Донецкой республик заявили о массированных обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. ВСУ зафиксировали многократные нарушения режима тишины на Донбассе. Российские СМИ публиковали фотографии разрушенных домов и даже детского сада. Позже выяснилось, что многие из этих объектов находятся на территории Украины, а следовательно, подконтрольны ВСУ. То есть, кто стрелял – большой вопрос. В итоге непризнанные республики назвали все провокацией и постановочными съемками. Да, они там тоже немного запутались, кто кого и на что должен провоцировать. Но во всем виновата Украина. Мы в Кремле крайне озабочены, что нам отвечают, когда мы стреляем. Мы следим за ситуацией. Чувствуете ли вы наши озабоченности? Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил двустороннюю встречу. Я и он и я. Даже премьер-министра Италии попросил. Италию я люблю. Однако я считаю, что поводов пока недостаточно. Ранее, напомню, Украина обратилась в Совбез ООН, чтобы обсудить предложение депутатов Госдумы РФ признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Ну, а чего обсуждать? Я ведь уже сказал, что пока признавать не будем. А депутаты наши, ну им же надо что-то предлагать. Состоялся телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джозефом Байденом. Оба они констатировали, что не видят подтверждений отвода российских войск от границы с Украиной, а также отметили, что ключ к выполнению Минских соглашений и установлению безопасности в регионе лежит в Москве. Мой министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это попыткой, цитирую, «уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад руководит в Украине». Британское издание Financial Times со ссылкой на источник в правительстве заявило, что их страна решила отказаться от программы выдачи золотых виз. Как известно, большинство из них запрашивали наши, российские олигархи. Так им и надо. Сидите дома и покупайте акции «Газпрома». Или вот туризм развивайте. Знаете, там одному отелю в Геленджике не хватает инвестиций. Да и вообще, есть места более интересные. Беларусь,
Куба, Северная Корея. Оттуда вообще мало кто возвращался. Наконец, Венесуэла. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, заявил России поддержку в противостоянии с НАТО и США. Напомню, Россия за последние годы выдала Венесуэле около 2 миллиардов долларов кредит. Объем помощи США чуть меньше. Но по духу Мадуро выбрал меня, конечно. Но есть в мире тема, далекая от российско-украинской войны, объединяющая всех нас, даже тех, кто в бункере. Это ковид. Швейцария снимает почти все антиковидные ограничения в общественных местах. Даже ношение масок в магазинах станет необязательным. Вслед за ней Австрия объявила о скором снятии большей части таких ограничений. В Испании тоже поблажки. Разрешат находиться в школе без масок. Всемирная организация здоровья высказалась скептически к таким действиям. По их мнению, это еще не конец пандемии, а лишь ковидное перемирие. Кстати, многие страны открывают границы для туристов. Внимание! 21 февраля. Это по данным западных СМИ новая дата вторжения России в Украину. Совпадение? Не думаю. А сейчас на связи со мной известный журналист и блогер Денис Казанский. Денис уроженец Донецка и переехал оттуда в 2014 году. Вот оно как. Многое мне становится понятно. Здравствуйте, Денис. Что скажете по поводу сегодняшних обстрелов на Донбассе? Кому верить? Это конец режима тишины? Здравствуйте. Я считаю, что сегодняшние обстрелы на Донбассе – это очень тревожный сигнал. И режима тишины, по сути, его и не было как такового. Да, было определенное затишье в последнее время. Сейчас, вот в последнее время мы видим, что интенсивность обстрелов вернулась к состоянию 2017-го, где-то там 2018 годов. Вот, то есть это не прям какое-то жесткое обострение, но и не та тишина, которая была накануне. Очень хочется верить, что это все-таки не конец режима тишины, но на самом деле сигналы очень тревожные. Я думаю, это обострение случилось не просто так. Это плановая провокация. То есть сейчас Россия будет качать ситуацию на Донбассе. По данным ОБСЕ, которые оттуда поступают, на пограничные станции в Ордло приходят сейчас поезда с вагоны с зарядами, боекомплектом. Поэтому есть такие подозрения, что это все только начало. К сожалению, что Россия сейчас будет качать ситуацию на волне вот этого обострения, также будет шантажировать нас и Запад признанием этих так называемых республик, а также будет шантажировать тем, что будет им выдавать официально поставлять вооружение. В принципе, неофициально, как мы знаем, это вооружение и так уже поставляется еще с 2014 года. А вот как вы считаете, действительно надо было поставить вопрос о перспективе вступления Украины в НАТО на референдум, как бы об этом сказал Владимир Зеленский? И надо ли ставить на референдум вопрос о судьбе Донбасса? Я считаю, что вопрос о вступлении в НАТО может быть решен на референдуме, безусловно. Сейчас, напомню, по данным соцопросов, есть более 60% украинцев, которые поддерживают вступление страны в НАТО. Но такой референдум имеет смысл проводить, когда непосредственно уже есть договоренность с самим НАТО, да, что НАТО нас туда принимает. Если такой договоренности пока не достигнуто, то сейчас никакого смысла в референдуме на данный момент по факту нет.
Что касается референдума по Донбассу, то я вообще не вижу смысла в том, чтобы его проводить, потому что мне непонятно, что мы можем решить на этом референдуме. По Донбассу, я напомню, у нас выбора особенно нет. То есть, конечно, украинцы могут прийти на референдум, за что-то проголосовать, но, как вы знаете, у нас фактически ситуация такая, что идет вооруженный шантаж Украины. То есть Россия оккупировала часть нашей территории и с помощью постоянных обстрелов, с помощью угроз, с помощью сосредоточения своей армии на наших границах пытается постоянно нас заставить, вынудить фактически к капитуляции. Но я вам скажу, что в этой ситуации можно провести хоть 5 референдумов, но я не понимаю, каким образом их решения могут повлиять на российское руководство. Оно уже давно доказало, что ему плевать вообще и на мнение россиян, и тем более на мнение украинцев, и на мнение вообще кого бы то ни было. И еще вопрос о подходе Зеленского к вопросам войны и мира. Как вы думаете, зачем он предлагает встречу Путину? То есть мне. Чего ждет от нее? Я думаю, что Зеленский предлагает Путину встречу, потому что, собственно, ему нужно в любом случае предпринимать какие-то попытки для урегулирования ситуации. Безусловно, поскольку у нас конфликт с Россией, я думаю, никто не имеет никаких иллюзий по поводу внутреннего конфликта, кроме, может быть, самых таких темных, несчастных людей, которые являются просто оболваненными жертвами российской пропаганды. Я думаю, все понимают, что у нас конфликт с Россией, и именно Россия решает судьбу, в общем-то, на данный момент тех территорий, которые она уже захватила, которые она уже у нас успела отторгнуть. Поэтому, конечно, разговаривать нужно с Путиным. Другое дело, что мы видим, что Россия не хочет разговаривать, то есть она просто отказывается от переговоров. Поэтому на данный момент эти все инициативы Зеленского, они не находят ответа, но, по крайней мере, очень важно, что сейчас мы консолидируем поддержку мирового сообщества, и это означает, что в том числе любые демонстрации нашего стремления к миру, к переговорам, это сейчас, безусловно, играет на руку нам. Ну что же, спасибо вам, Денис, за ваше экспертное мнение. Ну а с вами, дорогие зрители, встретимся завтра. Адиос, амигос!